На Марсе находится китайский робот, который обнаружил несколько очень странных и новых вещей о Красной планете. Например, существует ли жизнь на Марсе? Возможно, Китай имеет ответ на этот вопрос. Это Чжужун. Если говорить о марсоходах, он среднего размера, по сути является копией аппаратов NASA Spirit и Opportunity 2004 года, но все равно весьма впечатляющим для первой попытки посадки на Марс. Чжужун был запущен в рамках миссии Тяньвэнь-1 в 2020 году. На тот момент у Китая уже был опыт с 2 посадками на Луну, поэтому сразу переходить к Марсу было амбициозно. До этого лишь 3 космические программы когда-либо успешно приземлялись на Красную планету. Советский Союз был первым в 1971 году. Их посадочный аппарат Марс-3 достиг поверхности, развернул инструменты, отправил одну зернистую фотографию марсианского пейзажа, а затем выключился и больше никогда не выходил на связь. Вы, возможно, не знаете, что британцы также приземлялись на Марс в 2004 году с помощью небольшого зонда под названием Beagle-2. К сожалению, половина солнечных панелей Beagle застряла при разворачивании, и он так и не смог запитаться. И, конечно же, есть НАСА. Известно, что НАСА очень успешно исследует Марс, начиная с посадочного аппарата «Викинг» в 1976 году и вплоть до настоящего времени, используя крупные ядерные автомобили и даже крошечный вертолет, который впервые пролетел на Марсе. Поэтому, когда Китай заявил о своем намерении участвовать, шансы были против них. Чтобы максимально увеличить вероятность успеха, место посадки Чжужуна выбрали на равнинах региона Утопия Планития. Это северное полушарие Марса, которое, как полагают, несколько миллиардов лет назад было покрыто огромным океаном. Тем временем марсоход NASA Perseverance, также запущенный в 2020 году, приземлялся в близлежащем кратере Джезеро, регионе с крутыми холмами и древними речными долинами. Но хотя китайское место посадки было безопасным и ровным, это вовсе не означало скучность. На самом деле в песках Утопии Планитии скрывается давно забытая тайна, которую китайцам, возможно, удалось приоткрыть. Именно здесь, в 1976 году, приземлился американский аппарат Viking-2, и многие считают, что именно там американцы обнаружили жизнь на Марсе. Но если это так, то они также случайно уничтожили ее сразу же. Эту историю редко упоминают. Согласно официальным данным, жизнь на Марсе так и не была обнаружена. Однако неофициально ученые нашли нечто очень странное в марсианском грунте, собранном аппаратом Viking. Поскольку это был наш первый близкий контакт с Марсом, люди 1970-х не знали, что именно они там обнаружат, но большинство были уверены в существовании инопланетной жизни. Они разработали эксперимент, и вот очень упрощенное объяснение его работы. Они брали образец с поверхности и помещали его в посадочный модуль для исследования. Затем к материалу добавляли немного воды с питательными веществами. Идея заключалась в том, что любые микробы в почве выпьют воду, поглотят пищу и выделят К2 как побочный продукт. Результатом эксперимента стало обнаружение выделения К2 из увлажненной почвы. Значит, инопланетяне были найдены, верно? Не совсем. Вторая часть эксперимента заключалась в добавлении еще большего количества питательной воды к тому же материалу с целью, что сейчас растущая колония бактерий выделит еще больше СО2. Но этого не произошло. Чем больше воды добавляли, тем меньше выделялось СО2. НАСА сделала вывод: жизни нет. Но это не остановило ученых от спекуляций. Если речь идет о бактериях, которые выжили на Марсе, среди суши любой пустыни на Земле, то, возможно, они просто не были приспособлены к поглощению обильной воды. Может быть, мы просто утопили инопланетных организмов. По крайней мере, они погибли сытыми.
Во всяком случае, этот пример показывает, что Китай имел хорошие шансы найти нечто невероятное своим марсоходом, даже если он не колесил по горным хребтам. Чжужун успешно достиг поверхности Марса, используя классический метод посадки. Мы видели, как НАСА экспериментировала со сложными системами посадки, надувными шарами в 90-х и позже кранами в стиле небесного крана. Все это необходимо для мягкой посадки тяжелых аппаратов. Но китайский марсоход небольшой и легкий, поэтому был выбран упрощенный способ. Парашют замедляет спускаемый аппарат так сильно, как это возможно в разреженной атмосфере Марса. Затем, приблизившись к поверхности, парашют отбрасывается и включается ракетный двигатель. Он плавно снижает аппарат, отключаясь непосредственно над землей, чтобы амортизуемые ноги завершили посадку. Также садился Вайкинг 50 лет назад, и оба метода сработали безупречно. Посадочный модуль опустил пандус на поверхность, Чжужун развернул солнечные панели и отправился в историю. Он стал второй программой после НАСА, которая успешно доставила робота на Марс. У марсохода была большая работа и мало времени. Миссию изначально рассчитали на 90 дней. Из-за солнечного питания и частых марсианских пылевых бурь рано или поздно пыль покрывает панели и обесточивает аппарат. Китайский марсоход имел 3 основных инструмента. Первый — набор различных камер для съемки поверхности Марса. Второй — лазер, который мог раскрыть внутреннее содержание камня, разбивая его. Третий — георадар, проникающий под землю и показывающий структуру грунта. Именно так Китай начал делать по-настоящему интересные открытия на Марсе. Глубоко под ветрами и песками Чжужун начал обнаруживать слои гидратированных минералов. На участке около 1 мили георадар заметил 76 отдельных слоев на глубине от 10 до 35 метров. Эти слои не были плоскими. Все они были наклонены, направляясь на север к низинам. Значит, под Чжужуном скрывался древний берег с формой, очень похожей на земные прибрежные регионы. Эти слои образовались в результате стока воды с южных возвышенностей в Северный океан, и их глубина говорит о том, что процесс длился десятки миллионов лет. Это не только еще одно доказательство существования воды на Марсе, но и сильное свидетельство того, что поверхность Марса долгое время была очень влажной и активной. Достаточно ли долго для возникновения жизни? Это зависит от возраста воды, ведь жизнь в известных нам формах требует не только воду, но и много времени. Ранее предполагалось, что вода на Марсе исчезла более 3 миллиардов лет назад, но данные Китая ставят это под сомнение. Глубокие слои гидратированных материалов свидетельствуют о быстром наводнении около 3 миллиардов лет назад. Возможно, первые океаны Марса высохли на несколько миллионов или сотен миллионов лет. Затем вода вернулась, а потом снова исчезла, но не полностью. Верхние слои гидрататов говорят о другом наводнении примерно 1,6 миллиарда лет назад. Это значительно моложе, чем предполагали раньше. Таким образом, период пустыни на Марсе сокращается примерно в 2 раза, и выходит, что когда в океанах Земли начинала процветать микробная жизнь, на Марсе тоже была вода и условия, похожие на земные. Но это становится еще страннее. Чжужун продолжил движение по пустыне и стал исследовать длинные низкие песчаные дюны на поверхности. Дюны длиной примерно 30 метров и высотой всего метр, так что роботу было легко подняться на вершину песчаной насыпи, где он обнаружил нечто необычное. Дюны покрыты очень твердой, трескающейся, соленой коркой толщиной до 8 сантиметров. Из-за сильных песчаных бурь такая корка не могла образоваться постепенно с течением времени, ветер просто сдул бы ее. Наиболее вероятно, что жидкая вода пропитала верхушки дюн и затем испарилась, оставив затвердевшую корку, похожую на цемент. Предполагается, что водяной пар стекал с ледяных шапок северного полюса Марса, конденсировался и превращался в снег,
падающий на древнее дно океана. Тот океан оставил много соли, которая вместе со снегом таяла в жидкую воду, увлажнив верхние слои грунта. Китайские исследования указывают, что это могло происходить всего около 400 тысяч лет назад. Значит, примерно в то же время, когда первобытные люди и неандертальцы появлялись на Земле, на Марсе происходили настоящие снежные бури. Что же происходит? Судя по всему, полярные регионы Марса, где сосредоточены крупнейшие ледяные залежи, вероятно, проходят циклы потепления и похолодания. Это приводит к смене сезонов на Марсе, и, по крайней мере, один из таких сезонов включает снегопады. Но эти изменения происходят на очень длительных интервалах, сотни тысяч или даже миллионы лет. Что управляет этими изменениями? Вероятнее всего, это вызвано небольшими вариациями орбиты и вращения Марса. Очень похожие процессы происходят на Земле, и они известны как циклы Миланковича. Эти циклы управляются тремя основными изменениями движения Земли в пространстве, которые влияют на количество солнечной радиации. Первый. Эксцентриситет. Изменение формы орбиты Земли от почти круговой до слегка вытянутой. Этот процесс занимает около 100 тысяч лет. Второй — наклон оси вращения Земли, который колеблется между 22 и 24 градусами за примерно 40 тысяч лет. Больший наклон приводит к более выраженным сезонам, меньший — к менее заметным различиям между летом и зимой. Третий — прецессия, медленное колебание вращения Земли, подобно вращающемуся волчку. Это циклическое движение длится около 26 тысяч лет и влияет на календарь сезонов, раннюю весну или позднюю осень. Мы знаем гораздо больше о Земле и ее истории, чем о Марсе, поэтому не можем утверждать со 100% уверенностью, что на Марсе происходят именно такие же циклы, но и нет причин думать, что их нет. Если же они есть, то, возможно, существует идеальное сочетание орбиты и вращения, которое согревает Северный полюс и заставляет его выделять водяной пар, который затем превращается в снег и покрывает северное полушарие, откуда тот тает в воду. Возможно, примерно раз в миллиард лет этот цикл приводит к такому количеству воды, что она заливает всю планету. Вот тут начинается дикая спекуляция. В этой влажной, мутной смеси минералов, возможно, развилась инопланетная микробная жизнь, которая сумела выживать, постепенно увлажняясь и высыхая на протяжении миллионов лет. И мы нашли ее, но затем уничтожили, потому что не поняли Марс. Что касается марсохода Чжужун, он проработал намного дольше запланированных 90 дней, и именно так была получена большая часть этой информации. Он продолжал исследование Марса в течение 358 марсианских дней. В мае 2022 года марсоход был отключен по плану из-за мощной пылевой бури. Предполагалось, что после ее прохождения и накопления пыли на солнечных панелях аппарат сможет снова включиться, но с тех пор связи с ним нет. Несмотря на изначальный план 3 месяца работы, Чжужун стабильно функционировал 358 марсианских дней. К сожалению, в мае 2022 года из-за сильной пылевой бури исследовательский модуль был переведен в плановый режим отключения, поскольку буря закрыла небо и заблокировала доступ солнечного света. Команда надеялась, что марсоход проснется после окончания бури и оседания пыли, но связи восстановить не удалось. Пока аппарат молчит. Однако это далеко не конец истории Китая на Марсе. В 2028 году запланирована миссия с доставкой первых в истории образцов марсианского грунта на Землю. Возвращение образцов позволит провести детальный и однозначный анализ, недоступный для бортовых роботов. Покажут ли эти образцы явные признаки жизни? Поиск продолжается, и с каждой новой миссией человечество все ближе раскрывает тайны Марса. Прибытие и открытие Чжужуна знаменуют важную новую главу в исследовании Марса,
От подтверждения древних океанов и сложной геологической истории до намеков на заманчивую возможность существования жизни в прошлом или даже настоящее время. Хотя многое остается загадкой, Чжужун значительно расширил наше понимание Красной планеты. С новыми миссиями и приближающейся доставкой образцов окончательные ответы о жизни на Марсе могут быть уже скоро в нашем распоряжении, и, возможно, на этот раз мы будем аккуратнее, чтобы не уничтожить то, что обнаружим. Однако для Китая на Марсе это только начало. В 2028 году китайские роботы вернутся на поверхность Марса, но уже чтобы забрать и привезти на Землю первые образцы марсианской почвы. Тогда мы сможем действительно изучить этот материал и, возможно, найдем тех самых инопланетян, а может быть, в этот раз мы их не уничтожим, хотя, вероятнее всего, все же уничтожим.